Здравствуйте! Это короткое видео, посвященное рабочим вопросам, с которыми мы часто сталкиваемся в нашей практике. Сейчас мы проектируем отопительный камин и дополнительно обсуждаем еще два индивидуальных проекта, которые объединяет один фактор. Они располагаются у внутренней стены в доме. Такое расположение наиболее часто встречается, и при правильном проектировании оно является, на наш взгляд, наиболее оптимальным. Я постараюсь объяснить нашу точку зрения. Для примера возьмем деревянный дом, соответственно, конструкция камина или печи у нас будет располагаться у деревянной стены внутри дома. Есть два варианта размещения такой конструкции. Первый вариант – это когда мы камин ставим у стены. Таким образом, нам нужно изолировать стену от горячей камеры камина, и толщина изоляции составляет примерно 200 мм. От изоляции до корпуса каминной топки должно быть расстояние, в среднем это 70 мм, и стандартная глубина немецкой каминной топки составляет 520 мм. Таким образом, мы получаем расстояние стекла каминной топки от деревянной стены 790 мм. Чем нам не нравится этот вариант? Во-первых, не стоит забывать о том, что наш камин будет облицован. И толщина облицовки, точнее материал, из которого она выполнена, минимум 40 мм. Плюс перед стеклом каминной топки, как правило, делается небольшая полочка, и таким образом общая глубина конструкции камина у нас будет порядка метра. Не стоит забывать о безопасном расстоянии, на котором не должно располагаться ни мебели, ни техники, ни штор, ничего-нибудь подобного. И таким образом получается, что занимаемая площадь камина составляет порядка метра 80 сантиметров от стены и в ширину 1,5-2 метра, в зависимости от его корпуса. Это 3 квадратных метра, что весьма значительная площадь для жилого помещения, особенно учитывая цену квадратного метра на сегодняшний день. Вторая причина – это потеря полезной нагревающейся площади камина, так как задняя часть его, разумеется, нагреваться не будет. Второй вариант – это если мы в стене сделаем проем, в который и установим конструкцию нашего камина. Заднюю стенку мы выполним из теплоаккумулирующего материала толщиной 40-60 мм, в зависимости от конкретного выбранного вами материала. От этой стенки мы отступим те же 70 мм и поставим топку глубиной 520 мм. Таким образом, получается, что глубина нашей конструкции составляет уже 650 вместо 790 мм. Но не стоит забывать о том, что у нас есть толщина самой стенки. Если взять, например, среднюю толщину деревянной стены в доме из клееного бруса в 200 мм, мы получим расстояние стекла от деревянной стены уже всего на 450 мм. Чем нам этот вариант нравится больше? Во-первых, мы экономим место. Во-вторых, задняя стенка камина у нас становится рабочей, то есть она нагревается от температуры нашей каминной топки, чего, разумеется, нет в первом варианте. И третий важный момент, то что с обратной стороны стены, которая является, как правило, стеной соседнего помещения, мы получаем полноценное нагревающееся пятно, которое по своей эффективности не уступает эффективности основного корпуса камина, находящегося со стороны стекла каминной топки. Казалось бы, во втором варианте нет ничего сверхъестественного, но, как правило, при проектировании дома камин закладывается лишь схематически и не прорабатывается его конструкция, система дымоудаления и проемы, которые могут понадобиться для установки такого камина. Когда заказчик сталкивается с необходимостью изготовления отопительного камина, как правило, ему приходится идти по первому варианту, так как изготовление проема в стене влечет за собой ряд сложностей, иногда просто бывает невозможным. Например, потому что стена несущая, и проем просто ослабит ее. Если вы задумываетесь об изготовлении камина, печи в своем доме, старайтесь хотя бы концептуально на стадии проектирования и строительства прорабатывать этот вопрос. Это позволит получить наиболее эффективную и работающую систему. Надеюсь, что это видео было
интересным и полезным для тех, кто задумывается о том, чтобы сделать в своем доме камин или печь. Спасибо вам за уделенное время. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы ко мне, пишите на мой email igorь@petrushikin.ru. До свидания.